Яна уложила годовалую дочь Верочку спать и прилегла рядом с мужем Кириллом. Этот день выдался особенно трудным. Вечные заботы, хлопоты с малышкой и заботы о доме выматывали. Вечером в квартире стояла тишина, нарушаемая лишь редким скрипом половиц и тихим дыханием спящих. Кирилл, уставший и задумчивый, положил руку на Янину, слегка улыбаясь. «Ты слышала Чару?» — спросила Яна, голос дрожал от усталости и тревоги. «Что с ней?» — ответил муж, не открывая глаз. «Вчера ночью она вела себя странно. Рычала, стояла на задних лапах, смотрела куда-то в темноту. Это меня напугало». Кирилл сел, взял стакан воды и задумчиво посмотрел на овчарку, мирно спящую у ног кровати. «Чара у нас уже 7 лет. Никогда не была агрессивной. Я уверен, что причина не в ней. Овчарка действительно была верным другом семьи. Когда они впервые взяли ее щенком из приюта, Кирилл тогда еще не думал, насколько собака станет важным членом их жизни. Чара быстро привыкла к дому, к людям, а позже к Верочке, которая с первых месяцев жизни подружилась с питомцем. Девочка тянулась к собаке, а овчарка становилась ей настоящей защитницей. Но почему она рычала? Не могла понять Яна. Мне кажется, она что-то чувствует. Кирилл пожал плечами, пытаясь успокоить жену. Ты всегда так. Смотришь на мир через призму страхов. Но я обещаю, если что-то не так, я первым это заметлю. Ночь была неспокойной. Яна просыпалась несколько раз, прислушивалась к дыханию дочки и шорохам в комнате. В очередной раз ей показалось, что Чара снова тихо рычит, но женщина старалась не обращать внимания. С утра Кирилл решил устроить небольшой эксперимент. Он установил в детской камеру, чтобы понять, что именно происходит по ночам. Это было важно не только для безопасности Верочки, но и для душевного спокойствия всей семьи. Дни шли, и ситуация не менялась. Иногда с камеры приходили странные звуки, рычание, тихие всхлипывания, шорохи. Кирилл анализировал видео, стараясь найти хоть что-то, объясняющее поведение собаки. «Может, это сон?» — предположила Яна, просматривая записи. «Собаки ведь тоже могут видеть сны. Иногда им снятся кошмары». «Возможно», — ответил Кирилл. «Но зачем тогда рычать, как будто защищает? Смотри, здесь она стоит как на страже и явно напряжена». Ситуация накалялась. Яна боялась, что Чара может навредить Верочке, хотя понимала, что собака — ее лучший защитник. «Может, нам избавиться от нее?» — робко спросила она. «Никогда», — твердо ответил Кирилл. «Это наша семья. Чара не просто собака, а страж и друг. Она — часть нас». В разговорах с соседями Кирилл узнал, что Чара не раз спасала детей и взрослых в районе. Однажды она вытащила малыша из-под колес машины, заставив прохожих восхищаться ее инстинктом и храбростью. Биолог Николай Семенович, сосед и хороший знакомый, рассказывал Кириллу, что овчарки обладают удивительной способностью чувствовать опасность, которой человек может даже не подозревать. «Они как живой датчик», — говорил он. Чтобы проверить, насколько сильно Чара действительно чувствует угрозу, Кирилл все чаще разговаривал с соседом и изучал информацию о повадках собак и опасных животных, которые могут появиться в городской квартире. Параллельно Яна обсуждала проблему с подругой Надей. Та советовала решать вопрос кардинально, отказаться от собаки ради безопасности ребенка и сохранить мир в семье. Но Яна понимала, что разрыв с Чарой будет болезненным, особенно для Кирилла. В один из вечеров, когда семья уже устала от тревог, Кирилл вновь установил камеру в детской. Он мечтал поймать момент, когда Чара начнет вести себя странно, чтобы понять, откуда исходит причина. Ночь наступила. Чара легла у кроватки Верочки, внимательно наблюдая за малышкой. Вдруг собака запищала,
Затем зарычала, поднялась на задние лапы и громко залаяла. Кирилл проснулся, включил фонарик и заметил в углу комнаты огромное черное существо. «Паук», — выдохнул он. Это был каракурт, опасный ядовитый паук, смертельно опасный для детей и взрослых. Кирилл аккуратно поймал паука в банку и отвез его Николаю Семеновичу. Тот был шокирован. «Если бы не чара, кто знает, чем все закончилось бы», — сказал биолог. С этого момента в доме снова воцарился покой. Чара больше не рычала ночью, а семья снова почувствовала безопасность и гармонию. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!